Ой-ой-ой-ой, да, мне не показалось, смотрите. Смотрите, как он быстро, вот он реально намного быстрее, чем чат GPT-4o ответил на вопросы. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и давайте в этом видео мы сравним, соответственно, две версии ChatGPT 4o и ChatGPT 4o mini. Значит, сразу же скажу, что у нас пропала версия ChatGPT 3.5, то есть эта версия ушла куда-то в архивы истории, соответственно, мы ее можем только использовать, если мы подключаемся, например, через API к ChatGPT, например, мы создаем своего Telegram-помощника, Telegram-бота, который, соответственно, занимается тем, что в рамках Телеграма никакие VPN включать не нужно, мы с ним можем общаться, то там мы можем, конечно же, использовать 3.5 версию, но зачем? 3.5 версия, она дороже, чем ChatGPT 4 mini. Значит, также у нас ChatGPT сам говорит, то есть компания OpenAI говорит, что ChatGPT 4 модель, а это уже устаревшая модель, то есть они так и пишут, смотрите, это устаревшая модель. ChatGPT 4o это самая передовая модель, она также доступна всем бесплатно, но разница между платными и бесплатными пользователями в том, что ChatGPT 4o сильно ограничена по количеству запросов для бесплатных пользователей. И после того, как у вас закончатся запросы к ChatGPT 4o, вы автоматом перейдете уже не на версию 3.5, как это было раньше, а на ChatGPT 4o mini. Значит, в чем разница между ChatGPT 4o и 4 mini, мы как раз сейчас этим будем заниматься. Если сравнивать API подключения к ChatGPT 4o и 4 mini, то получается, что у нас 4 мини во сколько? В 20 раз, да, в 20 раз дешевле, чем версия ChatGPT 4o. Возможно, я ошибся, поправьте меня, но смотрите, да, вот здесь вот стоит $5 за 1 миллион входных токенов, а здесь стоит 15 центов за 1 миллион входных токенов. То есть, если, да, во всем мире у нас цены поднимаются, то на ChatGPT, на искусственный интеллект у нас цены только опускаются. Если сравнивать там с версией 3.5 Turbo, то получается, что 3.5 Turbo был даже дороже, чем ChatGPT 4 мини, практически в 4 раза, да, в 4 раза он был дороже. Это тоже, ну, интересно, ну, 3,5-4 раза. То есть мы мало того, что сейчас можем подключать ChatGPT 4 mini к своему, например, телеграм-каналу, к телеграм-боту. Вот, например, у меня это реализовано. То есть у меня есть телеграм-канал, и в нем есть AI-ассистент для внедрения ИИ. То есть вы сюда можете написать что угодно. Он сейчас работает на версии 4o, но я пересмотрю, возможно, стоит его уже подключать к 4o mini. Сейчас мы с вами проведем тест и сравним, соответственно, результаты. Но у меня есть телеграм-канал, там работает телеграм-бот, то есть вот в основном канале есть ссылка, соответственно, на телеграм-бота. Вот, в основном канале есть AI-помощник, вы ему можете задать любой вопрос, он ответит на вас, для вас на абсолютно любой вопрос, к нему сейчас подключена ChatGPT 4o версия. То есть я в него могу задать вопрос и, соответственно, не включая VPN, я могу тут же получить ответ. Плюс этот бот заточен на то, чтобы помогать внедрять искусственный интеллект, соответственно, ваши проекты, ваш бизнес. То есть в нем огромное количество промптов, которые помогают внедрять искусственный интеллект в любой бизнес. Обязательно пообщайтесь с этим ботом. Как создавать таких AI-помощников я также рассказал в своем телеграм-канале. То есть у нас есть отдельное сообщество AI, ссылка находится под этим видео, обязательно вступайте в это сообщество, там есть подробный мастер-класс о том, как создать себе, например, вот такого AI-помощника, который будет работать в вашем телеграм-канале. И это не обязательно AI-помощник, да, это может быть кто угодно. Вы можете создать себе репетитора для своих детей, дать им доступ в Telegram, скинуть ссылку на этого бота, и они будут при каких-либо вопросах, соответственно, общаться с этим репетитором. Это очень удобно. А тем более сейчас цена на подобного помощника стала в несколько раз ниже. Вообще круто. Значит, хорошо. По ценообразованию, значит, ChatGPT 4 mini стал намного дешевле. ChatGPT, если сравнивать, вот на их презентацию посмотреть, здесь также есть сравнение, но не с Claude, например, 3.5 Sonnet, он пока на сегодняшний день выигрывает. Обязательно посмотрите мое это видео, где я сравнивал ChatGPT 4o и Claude. Claude пока выигрывает, соответственно, в этом плане. Но мини также подтянулся, он уже
Если говорить про турбо, он работает намного круче, чем турбо, быстрее отвечает, умнее. Единственное здесь также ограничение, как ChatGPT Turbo, у него есть ограничения по, смотрите, у него есть ограничения по его знаниям, то есть его знания, база знаний датирована октябрем 2023 года, то есть он не может выходить в интернет, но при этом у него база знаний вот датирована 2023 годом. Вот, если интересно, почитайте, ссылку вот на эту статью приложу, и также она будет там в моем телеграм-канале, обязательно подпишитесь, посмотрите, и давайте уже перейдем непосредственно к сравнению. Для того, чтобы сравнить модели, я буду использовать промпты, которые есть также в моем телеграм-канале, ссылка все на тот же телеграм-канал находится под этим видео, обязательно подпишитесь, то есть все промпты к этим видео, они будут располагаться именно в моем телеграм-канале. То есть я использую такой промпт, это промпты на английском языке, на русском языке. Здесь у нас база больше 10 тысяч различных промптов, доступ к которым вы можете получить. Плюс, еще раз говорю, различные мастер-классы. Например, мастер-класс о том, как создать себе GPT-агента и подключить его в Telegram. Подробный мастер-класс. Хорошо, давайте, значит, мы выберем модель ChatGPT 4o и 4 mini и сравним, соответственно, их ответы. Значит, первое, что мы будем делать? Мы его проверим в навыках генерации, соответственно, идей. Здесь мы ввели следующий промпт. Я предпочитаю вводить промпты на английском языке, но специально для вас я их перевел, для того, чтобы мы могли, соответственно, получить результат уже на русском языке. Но обычно, как я и говорил, я везде приписку делаю в промптах на английском языке и на Russian, и он отвечает уже мне по-русски. Значит, смотрите, я ему говорю, что мы запускаем мобильное приложение для планирования питания и тренировок. Соответственно, напиши кратко, но захватывающее описание продукта для рекламы в социальных сетях. То есть мы его просим кратко сделать нам презентацию, соответственно, этого мобильного приложения. Если нам ChatGPT 4o выдал такой ответ, мы, в принципе, можем его почитать, в принципе, неплохой, да, ответ, то давайте посмотрим, что нам на это ответит ChatGPT 4o mini. Здесь есть такое, да, вот мне очень нравится, давайте поближе сделаем, мне очень нравится, что мы можем в один клик спросить несколько вариантов у различных языковых моделей, в данном случае вот ChatGPT и ChatGPT 4o mini. Значит, смотрите, что написал mini и что написал, соответственно, ChatGPT 4o. Представляем нашему вниманию мобильное приложение. Так, а знаете что, я немножко в шоке, да, мне показалось, или он справился намного быстрее, чем ChatGPT 4o. Давайте в следующем промпте мы это замерим, потому что мне показалось, что я еще даже не успел ничего сказать, он уже мне написал такие ответы. Интересно. Значит, встречайте революцию в планировании питания и тренировок с нашим новым мобильным приложением. Индивидуальный подход, интеграция с фитнес-трекерами, виртуальные консультации. Начните путь к лучшей версии себя. В принципе, да, неплохо. Здесь он выделил немножко 4o, выделил немножко поинтереснее, да, с нашим приложением вы получаете, и уже вот эти все буллеты, которые он расписал. Но скажу вам честно, да, это неплохо, это намного лучше, скорее всего, чем как бы выполнил версия 3.5, но это неплохо по сравнению с тем, что нам, соответственно, выдает ChatGPT 4 мини. Мне кажется, круто. Но давайте проведем сразу же следующий тест. Значит, у меня есть следующий промпт. Это генератор видеоидеи. Это достаточно большой промпт. Если в первом случае, да, мы вводили там небольшой промпт, и в принципе с этой задачей справляется каждая языковая модель, то давайте введем огромный промпт, соответственно, и посмотрим, как ChatGPT на него среагирует. Значит, преимущество всех промптов, которые есть в моем телеграм-канале, заключается в том, что вы их можете всегда адаптировать под себя. То есть мы, например, если промпт тематический, под тему, под какую-то нишу, идею, то мы всегда оставляем, соответственно, такие скобки, где вы можете ввести в данном случае свой продукт, свою тему, свою идею, свою нишу. И ChatGPT адаптирует, соответственно, этот запрос исключительно под вас. Мне кажется, это очень удобно. Значит, давайте мы ему попросим сгенерировать идеи для видеороликов по теме финансовой грамотности.
И сейчас у нас чат GPT-4o отвечает, ну, стандартный ответ чат GPT-4o, да, он отвечает достаточно быстро, да, если сравнивать там с 4-й версией, то достаточно быстро отвечает. И он нам сгенерировал идеи, я его попросил, в каком формате должны быть эти идеи. Вот в таком формате это идеи видео, название и краткое описание. То есть вот он выделил название, вот краткое описание. В принципе, задача справился неплохо. Мы сейчас не будем... Можно, конечно, залезть в суть, но с этим разбираться, это такое субъективное достаточно мнение. Кто-то скажет, что он пишет говно, кто-то скажет, что он пишет круто, но, по крайней мере, он отлично генерирует идеи, на мой взгляд. И давайте посмотрим, как с этой задачей справится чат GPT 4o mini. Мы в один клик, ой-ой-ой-ой, да, мне не показалось, смотрите. Смотрите, как он быстро, вот он реально намного быстрее, чем чат GPT-4o ответил на вопросы. Конечно, да, вот если сравнивать ответы, мы уже видим разницу. То есть здесь он нам выделил жирным, здесь он нам в скобочках все это сделал. То есть примерно под тот формат, который мне необходим. Здесь же он меньше отходил, то есть он проявил больше креативности, на мой взгляд. Здесь он проявил меньше креативности, он сделал скобки квадратные, как его и просили, и выделил, соответственно, части и краткое описание. Но тоже справился с задачей. Ну, как быстро, да, он справился с этой задачей. Давайте ради интереса просто выберем чат GPT-4 и посмотрим, как чат GPT-4 будет отвечать. Смотрите, как он печатает, да, это не проблема с интернетом, это не проблема с интернетом, да, который сейчас здесь подключен. Нет, это просто чат GPT-4. Можно посмотреть, как медленно он, соответственно, генерирует и создает текст. Буквально несколько месяцев назад нас это устраивало, мы говорили, ну круто. Сейчас посмотрите чат GPT-4 mini, как быстро он выполняет те же самые задачи, которые мы выполняли там некоторое время назад. Хорошо, но я даже не хочу... Ну давайте, он уже, надеюсь, уже скоро закончит, давай. Да, вот он наконец закончил, и можем сравнить, соответственно, 3 варианта ответа. Но по скорости я вам скажу, что чат GPT-4 mini здесь превзошел все другие модели. Давайте проведем следующий эксперимент. Мы попросим, соответственно, чат GPT кратко описать какой-то материал. Например, вот мы далеко ходить не будем. Вот у нас есть ссылка на статью по описанию чат GPT-4 о мини. И мы, соответственно, попросим вот эту статью сейчас полностью скопируем и попросим чат GPT как бы кратко, вот если переводить промпт, сделать резюме. То есть этот промпт также взят с нашего телеграм-канала, вот с английской, с оригинального промпта. То есть мне необходимо сделать summarize, то есть краткую выжимку определенного текста. И давайте вот краткую выжимку, в данном случае текста по ChatGPT 4 mini, на английском языке мы ее отправим и, соответственно, посмотрим на результат, который мы получим. Значит, здесь достаточно большой уже идет запрос, и ChatGPT 4o выполняет эту задачу. Он выделил, то есть краткое резюме. В запросе у нас было сделать краткое резюме из 2-3 предложений. Второе резюме должно состоять из 5-6 предложений и содержать как бы побольше деталей. И здесь он написал нам краткое резюме, соответственно, с того текста, который мы ему кинули, и детальное резюме из 5-6 предложений. Но, в принципе, с задачей, да, справился. Давайте посмотрим, как с этой задачей справится 4 о мини. Опять. Ну, я просто поражаюсь. Я не успеваю что-то сказать, а он уже выполнил это задание. Значит, хорошо. Если сравнивать, да, OpenAI, то здесь меньше, здесь больше, по-моему, слов он использует, хотя 2-3 предложения. Здесь, наверное, 3 предложения как раз и есть. Но, в принципе, да, вот и та модель отлично справилась с этим заданием, то есть они вытащили основной смысл этой статьи и, соответственно, выдали нам краткую выжимку. Мне кажется, что очень круто, причем круто, что ChatGPT 4o mini справился с этим заданием еще и быстро.
Следующий тест, который я хочу провести, я хочу дать ему задание в виде математической задачи на логику и посмотреть, соответственно, как он решит справиться с этой задачей, как он быстро ее решит. Ну, быстро, мы поняли, что ChatGPT достаточно быстро разбирает эту задачу. То есть задача звучит следующим образом. В книжном клубе каждый участник обменивается книгами с каждым другим участником ровно один раз. Если всего произошло 45 обменов книгами, сколько участников в книжном клубе? Ответ я знаю, что 10. Да, он правильно все посчитал. Ответ 10 он нам выдал. И количество в книжном клубе участников 10. Проверим решение. Соответственно, он проверяет и он составляет формулу сначала и дальше, соответственно, решает эту задачу. Ну, достаточно сложно, на мой взгляд, здесь он выполнил решение, но окей, задача не из простых, и он выполнил эту задачу. Давайте просмотрим, как эту задачу теперь выполнит ChatGPT 4o mini. Быстрее, да, вот быстрее решает эту задачу. Визуально не так привлекательно, но ответ он тоже дал верный. То есть ответ в книжном клубе 10 участников, это правильный ответ, что эта модель 4O, что 4O mini, оба справились с этой задачей, оба примерно использовали один и тот же алгоритм, но 4O, конечно, немножко визуально привлекательный нам выдал ответ к этой задаче. Ну хорошо, решение этой задачи, но ответ он в любом случае получил одинаковый, то есть ответ один и тот же, и он реально совпадает с тем ответом, с правильным ответом на эту задачу. Следующий тест, который я хочу провести, это дать ChatGPT 4o и 4 mini, соответственно, свою стенограмму, либо как это называется, подробное описание видео на YouTube. Это видео про Perplexity, полный гайд. Видео состоит из 19 минут, то есть я его прошу: извлеки основной урок или практический совет из сценария YouTube. Сократи его в краткий твит или публикацию, например, в Instagram, да, в запрещенной России Инстаграм, подходящую для быстрого прочтения. То есть я, грубо говоря, что его прошу сделать? Я его прошу создать из моего подробного видео про Perplexity, вот в данном случае вот видео про Perplexity AI, один пост для Инстаграма, который отображал бы суть этого видео. И здесь я ему выгружаю, то есть я могу использовать Summarize и выгрузить, соответственно, все те слова, которые есть в этом видео, но у меня есть в любом случае расшифровка этого видео, я это делаю через приложение CapCut, и сюда, соответственно, ему отправляю всю эту расшифровку. И теперь я хочу, чтобы он мне создал твит для X, для Твиттера. В данном случае я его буду использовать для своего Threads и, соответственно, пост для Instagram. Вот, смотрите, твит. Я больше не использую Google или Яндекс для поиска. Вместо этого я доверяю Perplexity AI. Он разбивает все запросы на части, проводит глубокое исследование, выдает точные ответы ссылками на источник. Полностью заменил мне поисковые системы. И, соответственно, несколько хэштегов: Perplexity, интернет, поиск, AI. И Instagram пост. Отказался от Google и Яндекса. Теперь для поиска информации использую Perplexity AI. Этот инструмент анализирует запросы, проводит глубокое исследование, предоставляет точные ответы. Ну, в принципе, и там, конечно, в Instagram пост я пишу более длинные Instagram посты, поэтому здесь нужно еще детально уточнить, да, сколько бы я хотел увидеть в этом посту символов. Но с задачей, в принципе, справился. Давайте посмотрим, как мини с этой задачей справится. Вот я успею щелкнуть, нет, а мини уже, соответственно, все сделал. Перестал использовать для Google для поиска информации, теперь полагаясь на Perplexity AI, который не просто ищет и анализирует, предоставляет готовые отчеты. Но, в принципе, он тоже с этой задачей справился неплохо. Твит написал, Instagram пост написал, небольшой добавил хэштеги, и основной смысл, основную идею он все же смог вытащить с этого видео, с этой расшифровки текста. То есть достаточно большой все равно был запрос, но и 4 и 4o версии, 4 mini, они оба справились с этим запросом хорошо. Но знаете, чего нет в ChatGPT 4o mini? Нет возможности отправлять, например, свои какие-то файлы. Нет возможности отправлять PDF-файлы, CSV-файлы, TXT-файлы, то есть любые файлы. Нет возможности проводить анализ по изображению, как в отличие от ChatGPT 4o, где мы можем прикрепить любой файл, попросить его детально описать, что в этом файле содержится, расшифровку этого файла, то есть отправить ему какой-нибудь 100-страничный либо
500-страничные документы, начать работать с ChatGPT по этому документу. В мини, к сожалению, такой возможности нет. В мини мы не можем проводить анализы более глубокие, мы не можем добавлять файлы, мы не можем выходить в интернет. У нас база данных датирована октябрем 2023 года. То есть все же ChatGPT 4o молодцы, они не полностью раскрыли карты и сказали, все пользуйтесь, соответственно, бесплатно нашей версией ChatGPT 4o. Они создали мини-версию для бесплатных, она намного лучше, чем ChatGPT 3.5, но все же у нее все те же проблемы, все тот же ограниченный функционал. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, переходите в телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Поставьте нравится, поставьте лайк. С вами был Гарзуевич. Пока.